Друзья, приветствую вас! Обзор выходного дня. Давайте рассмотрим, какие ключевые события произошли, какие изменения в позициях SOT SFTC произошли и к чему эти изменения поведут ключевые активы на предстоящей неделе. Так, но здесь на прошедшей неделе, конечно, все было зажато между ключевыми событиями. Это и данные по рынку труда Соединенных Штатов, это и встреча ОПЕК, которая завершилась бунтом Объединенных Арабских Эмиратов, жаждущих качать больше нефти. Ну и по Америке вышли несколько противоречивые данные по рынку труда. Рост новых рабочих мест при росте общей инфляции. Там, конечно, нашли очень здравое объяснение, что общая инфляция растет, потому что люди уходят с работы, ищут новые возможности и так далее и тому подобное. Так, что касается ОПЕК, перенесли решение вопроса на следующую неделю. ОПЕК плюс трещит по швам. Ключевых проблем здесь две. С одной стороны, Объединенные Арабские Эмираты, которые жаждут денег, видя возможность заработать при таких ценах на нефть. И с другой стороны, Соединенные Штаты, которые ищут слабое звено, потому что, конечно, Соединенным Штатам для успешного экономического роста нужна дешевая нефть. Вся Америка на колесах, нужен дешевый бензин. Так, но при таких ценах на нефть продолжается по чуть-чуть рост активных буровых в Соединенных Штатах. Вполне естественно. Проблема только в том, что если цены на нефть начнут корректироваться, то придется это количество выравнивать и закрывать. Ну и если смотреть график изменения активных буровых, то идет планомерный рост, пока никаких оснований для разворота не наблюдается. Но с моей точки зрения, все-таки в обозримом будущем достаточно высока вероятность возврата к значению 300-330, вот сюда, к этому диапазону. Вопрос только, когда это произойдет. Произойдет это тогда, когда закончится дисбаланс между спросом и предложением по нефти. Но текущая картина указывает на то, что все нормально, никто не ожидает снижения цены на нефть. Так, друзья, далее то, что касается алюминия. Но алюминий болтается в боковике в район 2500 лонгов спекулянтов. Обращаю внимание, что это данные именно нон-коммерсов, американских спекулянтов. Они отображаются в пятницу вечером, но снятие показаний осуществляется на вечер вторника. Так, далее по меди. По меди интересная тенденция, потому что по меди начал формироваться отрицательный тренд, но что-то пошло не так. То ли все понадеялись на то, что Китай продолжит уверенное восхождение, уверенный рост экономики, то ли денег чуть больше напечатали, чем предполагалось. И поэтому по меди сейчас стабилизация и попытка вернуть к росту цены на медь. Так, друзья, далее у нас идет нефть. Здесь позиции американских спекулянтов, они чуть-чуть проседают. 526 тысяч было лонгов, стало 522,5. На самом деле это не критичное, не существенное изменение. И с учетом текущих реалий, даже несмотря на наличие бунта в ОПЕК, пока никто не поднимает вопрос и не делает ставку на то, что в ближайшее время нефть будет проседать. Я думаю, летний сезон, рост спроса на бензин, на топливо, с одной стороны, с другой стороны, жара и потребность в газе окажет существенную поддержку ценам на нефть, да и на газ. Итак, исходя из изменения, которые произошли по нефти, либо продолжение роста, либо боковик с попыткой потестить 74. Опять же, есть фактор неопределенности продолжения переговоров ОПЕК+, но я думаю, в краткосрочной перспективе его влияние будет не столь существенно. Так, друзья, далее золото. По золоту идет небольшое снижение лонгов, но на самом деле тренд на снижение лонгов продолжается. Но, тем не менее, на прошедшей неделе по золоту произошла попытка разворота. Она достаточно успешно произошла. И в ближайшие недели данные по позициям спекулянтам, они весьма вероятно подтвердят то, что по золоту будут делать ставку на попытку отскока золота на 1900-1920. Ну а там дальше посмотрим. Так, далее NASDAQ. Здесь идет болтание позиций спекулянтов в районе минус 10 тысяч, то есть 10 тысяч шортов. Здесь никаких существенных изменений не происходит, и мы видим, что на фоне текущей ситуации, текущей политики, на
в следующей неделе, скорее всего, будет либо боковик на американском рынке, либо попытка взятия новых рекордов. Но, скорее, все-таки боковик, потому что такое натягивание исторических хаи, они полагаются перед отмечанием Днем Независимости. Так, далее то, что касается природного газа. По природному газу, судя по недельному графику, попытка разворота, но на самом деле спекулянты активно режут шорты, и, соответственно, здесь ставка на то, что природный газ на предстоящей неделе либо будет держаться у достигнутых значений, либо даже, возможно, предпримет попытку роста. Так, друзья, далее серебро. Ну, по серебру идет наращивание лонгов. Серебро более интересно в долгосрочной, среднесрочной перспективе, чем золото, потому что это еще металл, который нужен зеленой промышленности, зеленой энергетике. И здесь есть все шансы на предстоящей неделе сходить на 28-28,5 по серебру. То есть идет накопление и ожидают рост по серебру. Так, далее канадский доллар. Ну, здесь все хорошо, потому что нефть на хаях. Так, друзья, далее рубль. Дело в том, что на прошлой неделе произошли знаковые события. 10 тысяч перешагнули американские спекулянты в лонге по рублю. В рубль уверовали. На прошедшей неделе мы, конечно, видели движение на ослабление рубля. Здесь ситуация, она двоякая, потому что с одной стороны были крупные платежи по факту завершения полугодия. И, соответственно, была нужна валюта. Валюту покупали, рубль, соответственно, на этом проседал. Вот. Здесь наиболее вероятно, что до конца лета либо будет рубль-доллар на текущих значениях, либо будет какое-то укрепление рубля, небольшое. Конечно, здесь при движении по направлению к осени, к середине августа, возможно резкое ослабление рубля в силу и валютного фактора, и геополитических событий. Но текущая неделя указывает на то, что рубль-доллар будет пытаться стабилизироваться в районе достигнутых значений. То, что была сделана такая ставка, это не значит, что спекулянты побежали играться на паре доллар-рубль. Здесь просто, возможно, кому-то нужны были рубли для покупки российских активов. И в связи с этим произошел такой рост. Но опять же, вот этот рост, увеличивание лонгов спекулянтов указывает на то, что делают ставку на рост российского фондового рынка и, возможно, на рост российского рубля. Но, по крайней мере, что не будет по нему существенных движений в плане ослабления, они на это ставку на ближайшую перспективу сделали. Ну и я думаю, что на предстоящей неделе рубль-доллар будет консолидироваться в районе достигнутых значений. Там у него консолидация устойчивая. И если никаких черных лебедей не прилетит, то, соответственно, мы какое-то время будем болтаться на достигнутых значениях. Так, друзья, далее евро-доллар. Здесь постепенно идет снижение лонгов. Да, здесь ситуация указывает на то, что в евро типа вера, она утрачена, но с другой стороны, пока не переписан вот этот минимум, то есть это 60-67 тысяч лонгов по евро, весьма вероятно будут здесь происходить изменения до набора позиций. На прошедшей неделе, ну чуть-чуть там не дошли до 1,1790 в евро-долларе. Если бы в него постучались, то здесь появилась бы уверенная надежда на то, что евро отскочит и будет корректирующий отскок в паре евро-доллар. Но текущие реалии и подобные движения, они в большей степени указывают, что евро, скорее всего, будет консолидироваться в районе уровня 1,18. Может быть, будут какие-то задерги вниз, но пока что здесь не наблюдается такого набора позиций, расстановки сил, который бы указывал на то, что евро к доллару на наступающей неделе будет расти. Так, друзья, но там еще остались металлы, палладий, платина. По палладию, по платину изменения позиций SOT SFTC и ожидания на рост аналогично серебром. Я бы даже так сказал, что на наступающей неделе больше всего драйва для того, чтобы сходить наверх повыше у серебра и у платины. Так, друзья, далее позиции на форте. Ожидания на понедельник, когда Соединенные Штаты типа отдыхают. По РТС ставка на боковик, то есть по фьючерсу РТС, скорее всего, движение будет в боковике. Сбербанк, здесь ставка на то, что Сбербанк будут тащить вниз, либо гонять в консолидации. Судя
по вот этим позициям, изменениям юридических лиц, ожидают повторное тестирование нижних границ по Сберу. Так, далее Газпром. По Газпрому ставка на коррекционный откат. ВТБ здесь тоже делают ставку на то, что ВТБ будет проседать в понедельник. А Норильский никель, здесь схожая ситуация, но, видимо, все очень опечалились, что американцы в понедельник отдыхают, и поэтому все делают ставку, юридические лица, на то, что российский рынок, ну, по крайней мере, какой-то пируэт вниз сделает. А рубль-доллар, ну, здесь юрики крепко встали на сторону доллара и ждут, соответственно, отскока и роста доллара к рублю. Евро-доллар, здесь ставка на коррекционный откат евро к доллару, но с моей точки зрения в большей степени это походит на боковик в районе достигнутых значений. Евро-рубль, здесь ставка на рост евро против рубля, но она не такая уверенная, как в паре доллар-рубль. Так, нефть, ну здесь как-то это парадоксально, вроде и доллар ждут роста по доллару, и по нефти тоже ждут роста по доллару. Позиции физических лиц значительно сократились, лонговые, и такое ощущение, что кто-то отсюда сбежал, кто-то большой. Так, золото, ставка на то, что золото немножко вниз сходит. Серебро, наоборот, здесь очень мощная ставка на рост серебра. Так, друзья, ну, в общем-то, по СОТ СФТС можно сказать, что это все по позициям на форте, но здесь какое ожидание на предстоящую неделю? На предстоящую неделю ожидание, что ничего страшного не произойдет, несмотря на неопределенность в связи с буянством в ОПЕК+. Скорее всего, эти события, они как-то утрясутся, как-то умнутся. Ну и то, что нефть закрепилась выше 75,6, открывает для нее возможности портала движения на 94. Если никаких сбоев не возникает, никакого хардкора, то до конца лета вполне такое движение мы можем получить. Рубль-доллар, но здесь ситуация следующая. Вот это движение на ослабление рубля в текущих реалиях, оно было связано с окончанием квартала и полугодия. И здесь больше факторов сейчас указывает на то, что, по крайней мере, до середины августа либо рубль будет укрепляться, но опять же, мы с вами видели, что укрепляться рублю не дают, даже при хороших ценах на нефть. Поэтому здесь более вероятный сценарий — это движение в боковике, либо какое-то небольшое ослабление рубля против доллара. Вот. Да, текущая ситуация на нефтяном рынке и в связи с тем, что сейчас идет жажда риска очередная, может способствовать тому, что рубль будет укрепляться против доллара. Но историческая практика, как происходило движение в паре доллар-рубль, оно показывает, что вот когда происходит изгиб летом на графике, то чаще всего потом уже рубль, даже немножко потусив в районе каких-то значений ключевых, продолжает ослабляться и к доллару, и к евро. Вот такая ситуация, основные моменты, основные мысли. Спасибо за внимание, хороших